Всем привет! Хоть информация и объемная, но я вам ее разложу по полочкам так, что будет все абсолютно ясно, все будет понятно. Итак, начинаем мы с вами со стресса. Стресс – это, в принципе, естественные эмоции, такие как гнев, ярость, страх. Эти эмоции, они у нас нужны для того, чтобы мы могли в схватке с тигром выделить гормоны стресса, норадреналин, адреналин, инсулин, победить в схватке, либо убежать очень быстро. То есть это естественная реакция, естественные эмоции. И управляет этим лимбическая или эмоциональная система. То есть мы не задумываемся вообще. В этом и плюс, и минус формирования нашей ответной реакции на стресс, потому что получается, что когда стресс острый, острая фаза стресса, то говорить человеку «возьми себя в руки», «контролируй» бывает неуместно, потому что здесь включается лимбическая система, которая идет в обход нашего разума, дает сигнал на выброс определенных стрессовых гормонов. И здесь очень важно, чтобы был организм натренирован предварительно на правильную реакцию на стресс. Те, кто рожал, девушки и женщины, или те люди, которые помогают в родах, акушерки, они все знают, что если не тренироваться перед родами, реагировать на стресс, не тренировать свою нервную систему, не вырабатывать стрессоустойчивость, то во время родов, вот сколько бы человек тебе не подсказывали, как себя вести, как дышать, как реагировать на боль, это все будет, все будет мимо, все будет бесполезно, потому что лимбическая система, животная система, эмоциональная система возьмет все в свои руки, и мозг просто, как бы он там не пытался это как-то контролировать, его никто не услышит. Вот так вот работает лимбическая система, вот так формируются у нас естественные реакции на стресс. Так вот, отделим сразу от сегодняшней нашей темы такую вещь, как острый стресс. Это очень редкая ситуация, когда есть какие-то серьезные причины, какие-то события происходят из ряда вон выходящие, редкие, которые пугают, вызывают гнев, вызывают ярость, все сжимается внутри или поднимается волна гнева у человека. Это очень острый, редкий стресс. Его мы рассматриваем отдельно. В этой ситуации что происходит? Резко поднимается кортизол, адреналин, норадреналин, альдостерон, инсулин. То есть все гормоны стресса выбрасываются в огромной концентрации. Они дают стимуляцию со стороны симпатической нервной системы. Она отвечает за то, чтобы все сжалось. Сжимаются сосуды, все приходит в тонус. В это время что происходит? Как нам отличить, что человек не просто в стрессе тяжелом, а именно это острая стадия стресса? Когда вы видите человека в этом состоянии, в принципе, сложно ошибиться. Это всегда у человека повышенное давление, гипертония тут же. Причем верхнее давление, оно может до 180, до 200 доходить. Это всегда пульс, это очень важные моменты, потому что в других ситуациях пульс там ниже. Всегда пульс порядка 150-180 даже у худеньких девочек. Это сухость во рту, но при этом отсутствие чувства жажды. Человек, причем он может достаточно долго находиться в этом состоянии, в таком состоянии острого стресса. Это может быть час, а может быть и сутки, например. И в это время он не хочет абсолютно есть, он не хочет пить, у него отказ полный от еды, от воды, сухость во рту, и при этом повышенное слюноотделение, липкий пот холодный все время организм выдает, полностью закрывается, пропадает социальная активность, тошнота, частое мочеиспускание. На этом фоне могут возникать панические атаки. То есть, это другие панические атаки, которые возникают во время хронического стресса. Мы будем отдельно про них говорить. То есть, если вот на этом фоне все происходит, то, что я перечислила, то здесь мы не лезем ни с какими нашими препаратами, витаминами, травками, потому что человек находится в очень острой стадии, когда ему нужна индивидуальная, быстрая, даже не психологическая, скорее психотерапевтическая, а часто бывает, что и неврологическая помощь. То есть надо сначала потушить очаги возбуждения в лимбической системе. С этим могут справиться либо невролог, либо гипнолог. Все остальные, это все будет мимо. Ничего не поможет больше, либо психотерапевт, который владеет эриксоновским гипнозом, есть специальные техники, которые тушат очаги возбуждения в лимбической системе. Либо это просто препараты, транквилизаторы, определенные препараты, которые неврологи используют, чтобы вывести человека из такого состояния. То есть это индивидуальная работа как можно быстрее. И единственное, что мы можем сделать, мы можем к этой ситуации подготовиться.
Вот если мы превентивно будем себя готовить, то если вдруг так произойдет, что оказываешься ты в таком стрессе, то надо себя просто предварительно настраивать, как бы ты себя повел, моделировать ситуацию для своего мозга, для своей лимбической системы. То есть надо репетировать раньше. Например, роды, да, для организма в принципе являются как раз вот таким состоянием, острым стрессом. И там подходить к человеку там, с травками, там, эфирное масло понюхать, это, конечно, замечательно, но если женщина зашла вот в это состояние, в острую фазу, вы видите вот по всем перечисленным признакам, что она находится вот в таком остром стрессе, все, что вот я перечислила до этого, да, то, конечно, здесь желательно, чтобы вы с ней или предварительно работали и напомнили, что надо делать. Или, гипноз в родах хорошая тема, там, где умеют, правда, я ее тоже сегодня спекулируют достаточно много. Либо можно попробовать с эфирным маслом женщину вывести из этого состояния, та же лаванда или вербена, потому что тоже эфирное масло работает на очаги лимбической системы, вот эти вот очаги возбуждения, также не требуется включения разума никакого. Есть вариант такой, что можно с этим маслом просто разместить рядом с ней запах вербены или лаванды. И обязательно готовиться к этому состоянию, готовиться к тому, что будет острый стресс. Как можно готовиться? Начать надо с себя, прежде чем кого-то готовить, да, надо сначала себя потренировать, как вы будете воспринимать ситуацию острого стресса. Во-первых, надо понять, что человек или ситуация, которая находится вокруг вас, на которую у вас есть такая острая реакция, не изменится. То есть надо признать. То есть первое, самое главное, для тренировки восприятия острого стресса надо понять, что ничего вокруг, как бы вы ни реагировали, скорее всего в этой острой ситуации не изменится ни ситуация, ни человек, ни люди, которые вокруг вас и вызывают такую острую реакцию. Если роды идут, они не изменятся от вашей реакции никак. И, соответственно, надо убрать полностью сопротивление. То есть самое главное в этой ситуации – убрать полностью сопротивление свое. Чем меньше сопротивления, тем меньше страдания, тем меньше активируется лимбическая система, и тем лучше переносится этот стресс. Да, мягкая школа, например, да, тоже вариант детей готовить к острым ситуациям, конечно. То есть должна быть тренировка перед этим и психологическая подготовка. И в принципе хорошо такой настрой, да, иметь, что чем меньше сопротивления ситуации, чем меньше вы пытаетесь в этом остром стрессе что-то изменить вокруг себя, то, что невозможно изменить, то тем легче это будет переноситься нервной системой. Поэтому, это не равнодушие, да, но это именно убрать сопротивление. И очень важно, чтобы не было жесткого ожидания тоже, что сейчас что-то изменится, будет по-другому. То есть, потому что ожидание, когда не совпадает с реальностью, опять это все развивается в острый стресс. То есть это вам такую даю наметку, да, у нас не психологический тренинг, но наметку я должна дать, так как мы говорим о всех видах стресса, как работать с ситуацией острого стресса. И плюс еще, есть еще дополнительный момент, который тоже используется интуитивно, например, в тех же родах. Надо создать несколько других очагов возбуждения в лимбической системе, то есть обмануть ее же методами. Мы говорим, что очаг возбуждения в лимбической системе создается в обход нашему разуму. И получается, что мы можем создать еще несколько дополнительных таких очагов, и тогда эти гормоны, которые выбросились, они расходятся, скажем так, по организму, и рассредотачивается внимание лимбической системы на нескольких негативных факторах, на нескольких острых стрессах. И тогда общее состояние психическое, оно выравнивается. Что это бывает, например, в тех же родах? Когда берут аппликатор, да, иголки, и начинают его прикладывать к пояснице. Либо делают очень жесткий, болезненный, такой очень чувствительный массаж подвздошных костей или точки над ягодицами, или растирают поясницу жесткой рукавичкой. То есть понимаете смысл, да, вплоть до того, что можно там прижать пальцем кнопку, то есть чтобы создать еще один очаг возбуждения на фоне того, что уже произошло. И тогда можно легче пережить этот стресс. Это такой ключик, секретик, скажем так. Если человек не подготовлен, не работал над тем, чтобы правильно реагировать, то можно воспользоваться вам, чтобы его вывести из состояния такой интересной методикой, которая даст эффект, она поможет быстрее человека вывести из этого состояния. Это то, что касается очень острого стресса. Готовиться
и создавать дополнительные очаги возбуждения. Кнопки в кармане. Да, коврик, ляпка, да. Ну, знаете, во время родов, да, вот болевое дополнительное ощущение, и оно как-то расходится, потому что есть такой принцип в медицине. Все из физиологии, все из медицины, то есть ничего придуманного нет. Даже все советы там аюрведы, они все имеют подтверждение в современных исследованиях. У человека есть такая особенность, что любое возбуждение, если дополнить другим возбуждением, то оно всегда перераспределяется. Наша реакция на это возбуждение перераспределяется на все зоны боли. Например, когда болит голова, можно сделать ванночку для ног с очень горячей водой, практически с кипятком. Идет возбуждение еще одного центра боли, еще одной зоны боли, а центр боли в мозге, он один. И получается, разделяется внимание вот этих вот нервных импульсов, разделяется наше внимание, и уже не так обращается внимание на первую зону, не так уже болит голова. На самом деле и в жизни то же самое, да, происходит. Если, например, у женщины один первый ребенок, все внимание на него, и это просто катастрофа, очень тяжело переживать болезни, непослушание и так далее. Но когда детей уже двое, трое, то внимание сосредотачивается, мама одна, да, центр боли один, а точек боли уже много, детей много. И получается, что у нее внимание рассредотачивается уже на нескольких. Легче переносится, легче формируется общая реакция такая, формируется общий тип или даже определенный как протокол возникает в этой зоне, натренированность определенная. Это очень быстро создается. И тут же возникает облегчение в зоне, в которой была боль в первый момент. Надеюсь, немножечко прояснила. Не запутала, а прояснила. Всего хорошего.